Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю шоколадное овсяное печенье с грецкими орехами. Хрустящее, рассыпчатое, и вы такое точно не купите в магазине. Это овсяное печенье с какао. Готовится на скорую руку из самых простых ингредиентов и без лишних заморочек. Отлично подходит к чаю, кофе или просто как вкусный перекус. А я лично просто обожаю овсяное печенье с молоком. Это так вкусно! Оно получается нежное внутри и очень рассыпчатое. Для рецепта мне понадобится сегодня в печенье я хочу добавить орехи. Здесь у меня грецкие орехи, уже обсушенные. Выкладываю их в блендер. Измельчаю их в крошку среднего размера, не в муку. И теперь мне понадобится овсяная мука. Ее можно купить, а можно сделать овсяную муку самим из овсяных хлопьев. Только берите хлопья длительного приготовления типа Геркулес. Высыпаю хлопья в блендер и измельчаю. Я буду измельчать хлопья партиями, так как блендер у меня не такого большого размера. Получается такая мука грубого помола. Если вы покупаете обычную овсяную муку, конечно, она у вас будет более мелкая. Я же специально оставляю такие небольшие кусочки овсянки. Мне кажется, так печенье получается более вкусным. В миску отправляю мягкое сливочное масло комнатной температуры. Всыпаю сахар, добавляю щепотку соли. Перетираю сахар с маслом. Я сначала разотру его немного лопаткой, а затем перемешаю венчиком. Мы очень любим овсяное печенье, и у меня на канале его уже несколько видов. Классическое овсяное печенье, печенье с миндальными орехами. Обязательно заходите и посмотрите. Ссылки на эти рецепты я оставлю под видео в описании. Я просто слегка перемешиваю венчиками, чтобы немного растворился сахар. Кстати, сахар вы можете корректировать по вкусу. Если хотите, можно уменьшить его количество. Теперь по одному добавляю яйца. Перемешиваю. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 62-65 граммов. Добавляю второе яйцо. Венчик убираю. В миску просеиваю какао и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. Теперь в эту массу я всыпаю орехи и постепенно буду добавлять овсяную муку. Перемешиваю. Добавляю всю оставшуюся муку и перемешиваю. Посмотрите в итоге, какое тесто получается. Оно чуть такое липковатое. И сейчас обязательно его надо отправить в холодильник, чтобы сама овсянка немного набухла и масса загустела. Масло остынет в холодильнике. При приготовлении овсяного теста совершают некоторые ошибки. Используют не мягкое сливочное масло, а растопленное. С растопленным маслом тесто получается более жидкое и плохо держит форму. И обязательно после того, как приготовили тесто, отправьте его в холодильник хотя бы на 30-40 минут. Я подготовила противень, на котором буду выпекать печенье. Выстелила его пергаментной бумагой. Тесто слегка застыло в холодильнике. И теперь можно формовать печенье. Берете столько теста, какого размера печенья вы хотите сделать. Руки я слегка смачиваю в воде. И теперь формирую печенье. Скатываю шарик и выкладываю его на противень. У меня размер печенья чуть больше, чем грецкий орех. Заготовки обязательно выкладывайте на расстоянии друг от друга, так как печенье будет расплющиваться и увеличиваться в объеме. Теперь аккуратно влажными руками прижимаю заготовочки. Слегка их расплющиваю. И теперь печенье я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 18-20 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Первая партия моего печенья испеклась. И вы только посмотрите, какое чудесное оно получилось. Вот с такими, как всегда, характерными трещинками. И сейчас, когда печенье горячее, оно еще очень нежное, поэтому обращайтесь с ним аккуратно. Я его снимаю на решетку и оставляю остывать. И, конечно, отправляю сразу выпекаться вторую партию. Всего из этого количества ингредиентов у меня получается 24 печенья.
Вторая партия печенья также уже испеклась. И, кстати, я их немножко расплющила побольше, и они получились у меня более плоскими, и поэтому выпекались чуть быстрее. Также снимаю их на решетку. И вот вам покажу. Печенье из первой партии уже остыло. Оно получается чуть более такое толстенькое. И из второй партии чуть более плоское и большего диаметра. Выбирайте, как вам больше нравится формовать печенье. Такое и готовьте. У меня здесь одно печенье сломалось, когда я снимала его с противня. Посмотрите, какое оно нежное. Сейчас оно еще мягкое, потому что горячее. Когда остынет, станет хрустящее и рассыпчатое. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить еще больше быстрых и вкусных рецептов. Всем пока!